Дорогие друзья, в эфире «Вне политика», «Вне политики». Ам, Меня зовут Евгений Тайц. Мы начинаем прямо вот сейчас. Это прямой эфир. Сразу предлагаю вам поставить лайки, поделиться этим эфиром, если вы смотрите и у вас есть соцсети, разместите этот эфир. Для нам это будет очень полезно. Друзья, ну что, сегодняшний эфир посвящен нашей поездке. Вчера мы вернулись и успели вот подготовить часть того, что мы наснимали. Мы ездили по приглашению Алексея Ледяева в Европу, в Брюссель, на вот так называемое международное форум или конференция по содействию межрелигиозному, межкультурному диалогу за безопасный мир. Эту конференцию устраивало посольство Азербайджана и, в общем-то, скажем так, можно сказать, делилась своим опытом о вот этом межкультурном, межрелигиозном мире, который они, скажем так, по их мнению, устроили, смогли устроить у себя в стране. Есть несколько факторов, говорящих в эту пользу. Это то, что антисемитизм никак не проявлялся в этой стране. И также христианские организации свободно развиваются, скажем, в мусульманском пространстве, потому что большая часть верующих людей в Азербайджане это мусульмане. Поэтому, естественно, с этой позиции вот и делились они вот таким опытом. Туда пригласили многих разных представителей европейских, там были послы, там были представители правительства Азербайджана в том числе. Туда был приглашен пастор Алексей Ледяев. И также там были представители разных религий. Там были мусульмане, там были христиане, православные и протестанты. Там были представители бахайского движения. Если вы не знаете, кто такие бахаисты, в Израиле их должны знать. В Хайфе есть прекрасно устроенные сады бахайские, очень красивые. И это движение, знаете, движение сопротивления, можно сказать, в свое время. Был такой баба, который, ну, скажем так, был своеобразным мессией. Вот в XIX веке были такие предвкушения среди мусульман и ожидали вот такого мессию, скажем так. Ну и он в какой-то мере вот назвал себя мессией, он тоже там провозглашал мир. Ну и в конце концов, скажем, его казнили. Мусульмане его казнили, он был иранцем, и, в общем-то, ну, много всего можно рассказывать о нем, но, тем не менее, это какие-то признаки вот такого манихейского движения, которая вобрала в себя часть христианства, часть мусульманства, часть зороастризма, часть других религий. В общем-то, это такой New Age. Вот бахаисты присутствовали там тоже. Меня удивило то, что бахаисты имеют своего представителя в Евросоюзе. Вот он как раз там выступал. Вот понимаете, какое дело? В Евросоюзе есть отдельно выделенный представитель от бахаистов. Вот они распространены там в разных странах. В общем, им очень подходила вот эта вся конференция. Почему? Потому что у них не было никаких конфликтов. Они на самом деле являются людьми, которые пропагандируют мир. Там были мормоны в том числе. И, в общем-то, звучали разные, скажем так, было 3 или 4 панельных таких дискуссий. Каждый представитель высказывался в пользу мира, против войны и, в общем-то, к выстраиванию вот такого вот диалога, и это действительно очень важно. То, что можно было слышать на этой конференции. Один из раввинов, там также были представители, раввины, у одного из них я взял интервью, и сегодня я вам как раз сделаю такой небольшой обзор и покажу 4 интервью, которые я взял. Одно интервью у раввина,
одно интервью у православного священника, одно интервью у представителя азербайджанского народа и организатора этого мероприятия. И, конечно, Алексей Ледяев под конец там расскажет, что он думает обо всем том, что там происходило. Еще до того, как я поехал на эту конференцию и выставил пост об этом, мне написали, что будут говорить мир и безопасность, но в конце их будет ожидать пагуба и разрушение. Так меня сразу предупредили, и я понял, что наши верующие начеку, они не пропустят никогда антихриста, и они всегда будут на страже, да, они всегда стоят на страже, никаких, скажем, мирных дискуссий ни с кем никогда не будут проводить. Вы знаете, интересная сегодня со мной произошла ситуация. На улице меня узнали, меня уже узнают на улице Иерусалима. Я шел на улице и говорил с пастором по телефону, с одним из пастырей здесь в Израиле, делился своими впечатлениями от поездки. И одна сестра повернулась, услышала, что я говорю на ее языке и говорю что-то про Христа, про христианство. И она остановилась и говорит: вы работаете здесь вот на канале? Я говорю: на каком канале? Ну, здесь вот я вас видела и все такое. Вы ошибаетесь, она мне говорит. И я говорю: почему вы думаете, что я ошибаюсь? Вы не разобрались. Я говорю: в чем я не разобрался? Она говорит: вы не разобрались в этой операции. Я говорю: в какой операции? Я не разобрался. А она мне говорит: в спецоперации. Я говорю: вы имеете в виду войну? Она говорит: да, но в операции, в спецоперации. То есть вы понимаете, да, человек идет по улице, ну, русскоговорящая наша какая-то сестра из какой-то церкви, она видела меня, да, там, по YouTube или как-то еще, может быть, на ТБН еще, когда я был там. Ну, скорее всего, нашу YouTube-программу она видела, потому что она со мной не соглашается в отношении операции, которая проходит, да, в Украине. При этом она говорит: я не за тех и не за этих, я между, я над схваткой, я над этим всем. То есть я говорю: а почему вы решили, что вы разобрались, а я не разобрался? Она говорит: потому что я с Богом. Ну, вы знаете, против такого не попрешь, против такого не попрешь. И вот я подумал, сколько таких людей с Богом населяют нашу планету, сколько таких людей с Богом населяют наши церкви, сколько таких людей с Богом уверены, что они знают, а я не разобрался, я ошибаюсь. Знаете, я на самом деле не стою на том, что я разобрался. Я с самого начала говорю о том, что мое мнение субъективное, конечно же, и я вправе на свое субъективное мнение. Но меня удивляют, что есть люди, которые убеждены, что они правы, и у них абсолютно правильная оценка, потому что она Божья, потому что они и Бог одно, и они выражают эту мысль и не стесняются. То есть в этом случае она не спросила меня действительно, как я считаю и как я вот понимаю себе эту ситуацию. Она не вышла и не выстроила со мной какой-то диалог для того, чтобы что-то услышать и чтобы я ее услышал. Нет, она сразу осудила и сразу отрезала и сразу, скажем так, высказала и сказала, что она с Богом, а я, естественно, не с Богом, я не разобрался в этой операции, которая идет. Когда звучат такие слова, я понимаю, что действительно эти люди разобрались. И, видимо, Путин тоже разобрался в этой ситуации очень прекрасно, раз он ведет такую справедливую, в кавычках, войну. Но вот почему я об этом говорю, потому что один из раввинов, кстати говоря, один из раввинов, у которого я взял интервью, это бывший раввин Москвы, который осудил Путина, осудил вторжение России в Украину и уехал, хотя больше 30 лет, наверное, или 40, наверное, он жил в Москве и был раввином Москвы, известный человек, и вот мне удалось у него взять интервью. Он знал, что он дает интервью христианскому каналу, и тем не менее дал это интервью. Это на самом деле будет интересно. Но вот другой раввин,
Он говорил на французском, и был перевод. И вот какие слова он сказал. Многие упоминали конфликт Авеля и Каина. И вот он тоже употребил этот оборот. 4 глава написано: «И сказал Каин Авелю, брату своему», 8 стих, «пойдем в поле», в таких кавычках, если у вас тоже оно выделено. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». И вот он сконцентрировал внимание на том, что сказал Каин Авелю, потому что «пойдем в поле» — это дописка, смысловая дописка, скажем так, потому что в оригинале на иврите это звучит так: «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на брата своего и убил его». И вот интересно, что он задает вопрос риторический: что сказал Каин Авелю? Потому что никто толком не знает, что он ему сказал. И он делает вывод, и он говорит: на самом деле он ему ничего не сказал. И в этом была проблема, ну, на его взгляд. И поэтому в свете вот этого диалога, который состоялся, межкультурного диалога и межрелигиозного, это прозвучало очень четко и очень сильно. Почему? Потому что действительно важно сказать и важно услышать. И в большей части в нашем христианстве и скажем, людскими отношениями в большей части проблема строится именно из-за того, что они с Богом и считают, что все остальные не с Богом. И это действительно очень серьезный момент. И другой человек сказал такие слова, что каждый имеет право верить в то, во что он хочет верить, и право не верить в то, во что он не хочет верить. И это тоже очень важный момент, показатель границ и уважения друг друга. И, видимо, из-за этого нарушения и происходят войны, и происходят проблемы. Ну и, конечно, мы побывали в Европарламенте, и это тоже такой очень интересный момент, но об этом мы поговорим уже после просмотра вот этой части нашего репортажа и интервью. Я предлагаю вам подписаться, если вы не подписаны, поделиться. Ну, мне кажется, это было интересным, и я хотел бы, чтобы вы тоже что-нибудь нам писали, и ваше мнение мы учитываем. Мы не считаем, что мы с Богом, а все остальные не с Богом, поэтому нам важно, что вы думаете. Давайте рассуждать на эту тему. Давайте рассуждать на эту тему. Итак, репортаж из Брюсселя, из логова Антихриста, как многие его называют, как когда-то говорили даже видные служители. И потом в конце мы обсудим это с Андреем Шведом, потому что сегодня обсудим это с Андреем Шведом. Пожалуйста, вашему вниманию я представляю наш интервью и репортаж из Брюсселя. Друзья, с нами господин Сайвуш Гидаров. Он готов ответить на наши вопросы, как раз посвященные этой конференции по выстраиванию межличностного диалога и также межкультурного диалога. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот подобные конференции, на ваш взгляд, как могут способствовать выстраиванию вот этого диалога межкультурного и межрелигиозного? Сейчас мы живем в таком мире, что в такое время, что вместо религии его роль очень явная. Потому что есть ни один закон, ни одна конституция не может пропагандировать нашу моральную жизнь, чем религия. Потому что во всех сферах нашей жизни мы можем видеть религию. И из-за этого мы должны хорошо воспользоваться религией, и это очень важно в этом плане.
Biz bugün bu konferansda iki başlıca məsələyə diqqət Сегодня у çəkmək нас istədik. была два очень важная тема в этой конференции. Günümüzün problemi Наша bəlasına çevrilmiş dinin siyasiləşdirilməsinə, политизация siyasi религии, əlaqə которая стала vasitələrinin очень, istifadə olunmasına очень son qoymaq, опасной ситуацией для нашего мира на сегодня. eyni zamanda И- dinin tələb və qaydalarındakı şərhlərin düzgün И, tətbiq olunması. и правильно, мы должны правильно реализовать все обязанности, которые нам стоят перед нами, религиозно стоят перед нами, в религиозном смысле. Və bu dediyimiz neqativ proseslərin tendensiyaları, acı nəticələrini biz yaxın şərqdə gördük. В Ближнем Востоке мы можем видеть негативную тенденцию этих проблем. Bu dini zəminli proseslər əsasında yaxın şərqdə fəlakət yarandı. В Ближнем Востоке мы можем видеть, какие очень проблематические ситуации случились. Minlərlə Тысячами insanlar людей miqrat стали мигрантами, они обязаны были переехать в другие страны как мигранты. və bu miqrat dalğasından kimsə xoşbəxt oldumu? И кто стал очень счастливым с этой жизнью, мигрантной жизнью? Никто не может сказать, что я счастлив, потому что я мигрант. Bu miqrat dalğasından gələcəkdə insanlar, ölkələr, o Не cümlədən только qərb люди, ölkələri но daha çox zərər восточные görəcəklər. страны, западные страны могут уже в годы, которые перед нами, будут негативно столкноваться с этими проблемами. Bax, burada bizim tədbirin keçirilməsində Из-за bir də этого мы məqsəd budur проводим ki, artıq burada start götürmüş это İslamofobiya мероприятие, dayandırılması, чтобы лимитировать исламофобию, которая существует, onun alternativi olan dialoqa, əməkdaşlığa чтобы daha çox yer verilməsi. создать хорошую позицию для диалога, который является альтернативом этого. Və bu miqrat dalğasından yaranacaq nifrətin, qəzəbin zamanında qarşısının alınması. Если есть какой-то негативный смысл напротив другого, чтобы мы смогли вовремя оперировать эти То есть bu мысли. miqrat dalğasının hələ gələcəkdə fəsadları Потому что olması в будущем ehtimalı тоже эта волна мигрантов будут иметь свои негативные то есть, результаты, Çünki onların влияния. evləri dağıdılmışdır, Потому что yaxınları ölmüşdür. люди потеряли своих родных, что люди потеряли своих домов. Ona görə yeni Из-за этого, Suriyaların olmaması чтобы не появились новые сирийцы, события, risk события. новые сирийские события, я бы так сказал, не появились. Мы должны создать такой сигнал, создавать сигнал. Tərəqqi modellərə, təcrübələrə Что üstünlük verilməsini мы должны воспользоваться современным методологией. O cümlədən Azərbaycan təcrübəsi. И Biz burada diqqət мы edəcəyik. хотим сказать, что опыт Азербайджана тоже может быть полезным в этом смысле. Biz burada tolerantlıqdan danışırıq. Здесь мы говорим о толерантности. Azərbaycan nümunəsində Но- artıq tolerantlığın ən yüksək səviyyəsi olan birgə yaşayışın Но в mövcudluğu Азербайджане мы можем видеть не только толерантность, но совместную жизнь. Это уже стало реальностью Азербайджана. Совместное проживание стало реальностью. Вы как раз, да, подвели меня к этому вопросу, который я готовил вам задать. Это в Азербайджане никогда не было антисемитизма. Не было. До 90-х годов я сам жил в Баку. У меня еврейская кровь, сейчас я живу в Израиле. И там никогда я не встречал Не было, подобных. никогда не было. Да никогда не было. Вот вы можете объяснить, почему? Почему Азербайджан – это такое место, где не было этого антисемитизма, хотя в других местах он был. И еще один вопрос. Сейчас я знаком с христианами из Баку, из Азербайджана. Они тоже говорят, что правительство популяризирует и помогает христианским общинам развиваться в стране. Это тоже как раз про эту конференцию. Вот почему это происходит? Вы можете это прокомментировать? Azərbaycan tarixən Исторически в Азербайджане существовал толерантность, исторически тоже. Есть многие, то есть reasons, многие причины этого. Azərbaycan şərqlə qərbin qovşağında yerləşir. Азербайджан является местом, где Восток и Запад встречаются на границе Востока и Запада. И из-за этого в Азербайджане исторически все эти обе цивилизации могли найти общую черту. Və
İpek yolu, Шелковый Özür путь, rolunu например, oynamıştı. играл свою роль в этом смысле. Шелковый путь. Neft Путь. bumunun Azərbaycanda Бум artıq петроля, mövcudluğu, тоже müxtəlif в xalqların Азербайджане nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsi, создал влияние, чтобы другие народы переехали в Азербайджан. ümumiyyətlə görsək bu xalqın xüsusiyyətindən irəli gəlir. Я бы сказал, что это является одной из основных чертов нашего народа. Народ сам. И в этом в нашем современном жизни толерантность стал политикой, государственной политикой. И это что отличает нас от других стран. Və biz bundan гордимся, мы с этим. И мы хотим эти традиции еще совершенствовать, еще развивать и довести до молодого поколения. Вот это наша главная задача, чтобы наши молодежи, они были миролюбивыми, они более уважительными к другим нациям, другим религиям. Вот это наша задача. И мы хотим это вот национальные ценности беречь, сохранять, развивать и довести до будущего поколения. Спасибо большое. Вам удачи в этом направлении. Пусть Господь содействует вам. И спасибо за такую позицию и возможность. Спасибо вам тоже, что вы пришли с нами здесь. Вы сейчас участвуете на этом конференции. Огромное вам спасибо. Спасибо. С нами раввин Пинхас Гольдшмидт. Вы любезно согласились ответить на вопросы, посвященные конференции, которая сейчас проходит в Брюсселе. Вот на ваш взгляд, вы уже во время конференции отвечали на вопрос по поводу того, как все-таки урегулировать и выстроить диалог межкультурный и межрелигиозный, чтобы не было антисемитизма, антиисламизма. Ну, меня больше интересует антисемитизм в этом случае. Вот на ваш взгляд, какие шаги нужно предпринимать, чтобы развеять вот эту ситуацию? Здесь есть много, что можно сделать, много что надо делать. В первую очередь, конечно, это воспитание, образование в школах, тоже контроль на социальных сетях и в интернете, и законодательство. И законодательство тоже недостаточно. Надо еще, что политические лидеры стран были готовы использовать эти законы, чтобы остановить это ксенофобия, расизм, антисемитизм как-то и исламофобия. Азербайджан является инициатором проведения этого мероприятия. В Азербайджане, по крайней мере, известный факт, то, что не было антисемитизма, и евреям было очень хорошо жить, по крайней мере, до 90-х годов и дальше, и даже по сегодняшний день. Вот на ваш взгляд, почему, по какой причине в Азербайджане вот такая была ситуация и атмосфера? Ну, в советское время Азербайджан, Баку назывался такой международный город. Там был сбор много разных религий, культуры и так далее, поэтому там была достаточно большая толерантность еще в советское время. И это тоже относилось к положению евреев. Они страдали меньше от антисемитизма, тоже в религиозной сфере. Я рассказал, что, например, если еврей хотел сделать обрезание своих детей в Ленинграде, в Москве, его посадили на 5 лет. Когда в Баку человек мог пригласить 100 друзей и накрывать стол, и никто не сказал слова. Да, это интересно на самом деле. Хорошо, я не могу не задать вопрос про недавние события. Почему, по какой причине вы выступили против войны, которая сейчас идет в Украине, не побоявшись мнения общественного там, где вы находились? Вот ваша позиция, как вы это прокомментируете? В первую очередь, могу сказать, что мнение большинства, подавляющее большинство евреев в мире и евреи, которые остались в России, поддерживают мое мнение, что эта война является катастрофой и для России, и для Украины, и для еврейской общины в обеих сторон. И, к сожалению, мы видим, насколько эта война выразится катастрофически на экономическое положение России, на тысячи и тысячи семей, которые потеряли своих близких за ничего, без причины, просто так. Никто не понимает, почему воюет. И я молюсь каждый день, что эта война закончилась. А вы можете сказать, прокомментировать, почему это произошло, как к этому пришло? Ведь не предвещало ничего, вроде бы
вроде бы как бы никто не ожидал, что такое начнется. Вы знаете, несколько дней до войны там все мои друзья там говорили там с послом, там представитель власти, ну, кому нужна Украина? Ну, никакая война не будет. Но у меня было такое внутреннее убеждение, что, к сожалению, война будет. К сожалению, Россия возвращается с быстрым темпом к Советскому Союзу, новый Советский Союз. И поэтому, к сожалению, есть эта мечта, которая, что опять создать империю, Российская империя или Советская империя. И вот мы видим результат. В связи с межкультурным диалогом, который сейчас выстраивается, я хочу задать несколько вопросов в отношении Израиля. В Израиле прошли выборы сейчас. И ситуация, которая сейчас вот происходит, как бы вы прокомментировали позицию Израиля в отношении войны вот сейчас? Ну, Израиль находится в очень сложном положении. Почему? Потому что, с одной стороны, у них есть, они должны защищать своих граждан от ракеты, которые из Ливана и Сирии. Мы знаем, что Россия имеет там большое влияние и на иранских силы, которые там есть. Есть еще достаточно большая община, еврейская община в России. И при этом, естественно, что Израиль является частью Запада, близкий союзник США и сердце, по-моему. Думаю, что 90% израильтян они поддерживают Украину и против этой агрессии. Это действительно так. Перед выборами очень много было вбросов в прессу о том, что про Лапида, о том, что у него жена сектантка, о том, что она верит в христианского Бога. И правда это или неправда, никто не знает до конца. Но, как вы думаете, почему в израильском обществе существует вот такое отношение к христианству или, скажем так, вот как вы прокомментируете это? Смотрите, это не только отношение к христианству. Что происходит, это просто фейк-ньюс. Это сегодня вот беда, которая есть социальные, это новые, сети, да. Новые СМИ, которые может там написать любую ерунда, и никто не знает, если это правда или нет. Да, но это вот, играют например, на людях. Когда были выборы президента Израиля, написали на Бужи Герцога, что он является членом сексуального меньшинства, хотя он женат, понимаете? Поэтому, естественно, что все это не имеет никакого отношения к реальности, и думаю, что к сожалению, это есть. К сожалению, это есть израильские социальные сети, да, пишут так. А на что они рассчитывают? Они думают как-то повлиять они на думают, что они повлияют на еврейское выборы. Да. Если меня спрашивают, я не думаю, что нашелся даже один человек, который не голосовал за Лапида из-за этого поста, который был в Твиттере. Спасибо, да. Но к христианству все равно в Израиле есть предубеждение у некоторых людей, скажем, как какой-то части, особенно таких ультраортодоксальных. Я знаю несколько раввинов, которые выступают прямо против христианства. Ну вот, мне просто интересно, в Европе, когда евреи жили, их, скажем, даже во время Холокоста притесняли всячески и очень сильно. Сегодня ситуация с христианами, которых 2% всего в Израиле, они переживают почти то же самое тех евреев, которых когда-то гнали там. Почему история повторяется вот равно похоже? Ну, вы знаете, это не точно равнение, поскольку, в конце концов, если вы можете, если прочитать, это несколько раввинов в Израиле, есть очень много, есть тысячи раввинов в Израиле, которые выступают против христиан и христианского Израиля. Можно их рассчитать на пальцы. На пальцы, да. Establishment, еврейский establishment в Израиле, главный раввинат, это все, вы не будете слушать ни одного слова против христианства. Это первое. Второе, единственная страна на Ближнем Востоке, где растет число христиан, это Израиль. Это Израиль, да. Вот, смотрите на факты, не на разговоры. Спасибо, да, спасибо. Ну вот, это очень примечательно, это очень хорошо, чтобы смотреть на, что стакан наполовину полон, а не пусто. Это интересный момент, но действительно, то есть важно в этом
в этом виде, как я вижу, когда Нетаньягу даже только пришел, и он имеет телемосты с ведущими евангелистами Америки и поддерживает с ними отношения. А вот вы думаете, почему это важно для Израиля, поддержка евангельского мира американского? Нетаньяху обвиняет, что у него более важные отношения с американских христиан, чем с либеральными евреями в Америке. Это главное обвинение. Если смотрите любой день, газета «Арец», которая главная левая газета, вот обвинение Нетаньяху, что ему важнее отношения с евангелистами в Америке, чем евреи, реформисты и так далее. Вот показатель того, где находится сегодня политика, израильская политика. Но Израилю это важно? Естественно, что важно. Смотрите, естественно, что очень важна поддержка христиан. И есть очень много, что объединяет христиан и евреев. Естественно, что вы называете Старый Завет, мы называем нашей Торой. И много ценностей, которые мы разделяем. И несмотря на прошлого, которое нельзя об этом не говорить, что вот в течение сотни лет церкви, не только католические, это тоже протестантские, заняли очень такой достаточно жесткой антисемитской позиции и так далее. Вот история. Было, да. Вопрос, и естественно, например, немецкая протестантская церковь 500 лет после рождения Мартина Лютера извинился перед еврейским населением Европы. Вот момент очень важный. Поэтому я думаю, что для любой христиан сегодня важно смотреть на будущее. На будущее, как строить отношения с еврейским народом. Мы видим много христианских общин как природные партнеры, и мы работаем вместе по много сфер. И надеемся, что отношения станут лучше и лучше. Спасибо вам большое за откровенность, за смелость вашу, за вашу позицию, потому что она очень важна, очень важна. Я понимаю, что вы платите цену и пострадали частично в этом, но, тем не менее, для обычных нормальных людей это очень важно. Спасибо. 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 Дорогие друзья, с нами архимандрит Алексей Никаноров, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви. Он любезно согласился нам дать комментарий по поводу происходящего здесь, в Брюсселе. И у меня вот первый вопрос. Первый вопрос связан вот в связи вот со всем происходящим здесь. Насколько эффективны такие диалоги, вот как вы видите, я слышал ваш комментарий, но вот, может быть, вы прокомментируете как раз для наших зрителей, как вы находите происходящее здесь вот и сейчас. Спасибо. В принципе, должен сказать, что у многих вызывает недоумение, для чего нужно проводить конференции, форумы, различные встречи, какую практическую цель они имеют. Ну, помимо того, что они демонстрируют, во-первых, людям, всем простым, обыкновенным, пример общения, пример диалога, взаимопонимания между представителями различных религий, различных культур, различных национальностей, они имеют целью еще и дать возможность услышать мнения разных людей, людей зачастую авторитетных, и таким образом формируется определенная повестка дня, в том числе для религиозных деятелей и для религиозных лидеров. Поэтому эти конференции, конечно, имеют практическую сторону, свое значение. Но что мне хотелось бы, например, сказать и также донести до собравшихся здесь, то, что в Азербайджане на протяжении веков сложился определенный мультикультурный климат, климат межрелигиозного диалога, межрелигиозного общения, толерантности. И поэтому мы не стыдимся наш опыт экспортировать, показывать его, рассказывать, приглашать в нашу страну для того, чтобы люди видели, как представители разных религий и национальностей могут в мире, согласии и взаимопонимании жить друг с другом. А как вы прокомментируете вот этот феномен азербайджанский? То, что считается, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, и христианские церкви вот до сих пор, да, чувствуют себя очень свободно, им не запрещается проповедовать, при том, что основная религия, да, связана совсем с другим, ну, с другой религией, да, и вот как это прокомментировать, откуда
Почему? Представьте себе, что исторически в Азербайджане сложилось так, что на его территории жили представители совершенно разных народностей. Это в основном, скажем так, горцы. Известно из источников, что древнее государство, которое существовало на территории исторического Азербайджана, это Кавказская Албания, состояло из 26 различных племен. Многие историки и исследователи говорят, что этих племен было гораздо больше. Представьте себе, что есть у вас желание или нет желания, но когда вы живете бок о бок с другими людьми, говорящими на других языках, исповедующими другие ценности, вы просто все равно формируете в себе, воспитываете в себе какое-то определенное правило, которое помогает вам жить, понимать и принимать других людей. Поэтому в Азербайджане столетиями формировался этот климат. Эти разные народы должны были ощутить хотя бы в чем-то свое единство. Например, если мы говорим о евреях, считается, что евреи переселились в Азербайджан во времена Вавилонского пленения, то есть более 2000 лет. Если мы говорим о христианах, то известно из источников, что уже в первом веке христианство в Азербайджане проповедовали ученики апостолов. То есть христианская община формируется в первом столетии. В IV веке на территории Азербайджана христианство становится государственной религией. И таковой остается до прихода ислама. После прихода ислама, в принципе, христианство потеряло свои позиции, но христианские общины не перестали существовать. И таким образом в этом котле азербайджанской истории всегда варились и формировались разные религии, разные люди, и они просто научились принимать друг друга и понимать. Очень интересно, но вот думая об экуменизме, мы приходим к такой проблеме, даже начиная с того, что вот я ехал на эту конференцию, мне уже несколько комментариев написали на тему того, куда я еду и что здесь происходит, что это столица Вавилона, что это столица всего такого, то, что нас ждет как бы впереди, очень сложные моменты, да, которые будут связаны с этим местом. Почему-то так люди себе это воспринимают. Вот вопрос, если идти вот в это движение сближения друг с другом, не теряем ли мы свои убеждения? Потому что верующий человек, когда он думает протянуть руку там, к мусульманину, или вот как панельная дискуссия только была, были бахаисты, были мормоны, были все, да, евреи. А как вот переступить этот порог? И не опасен ли он? То есть не строим ли мы вот эту последнюю Вавилонскую башню через то, что мы сближаемся? И вы понимаете, да, какая? Может быть, в ваших кругах тоже говорят о том же самом. Вот как вам сблизиться с харизматами, пятидесятниками или баптистами? Очень важно понимать, что такое подлинный экуменизм, который мы можем принять, а что такое экуменизм искаженный, который мы, конечно, принимать не должны. Экуменизм в правильном понимании — это научиться слышать друг друга, понимать позицию другого человека и принимать человека таким, какой он есть, с его религиозными убеждениями в том числе. Экуменизм неправильный, когда мы через общение и диалог пытаемся размыть собственные позиции и попытаться, скажем, создать некую универсальную религию для себя или навязать ее обществу. Вот в этом, я думаю, есть какой-то подлог, какой-то обман, путь в никуда. Поэтому простой пример. Когда мне нужно, я не знаю, там для какого-то мероприятия, скажем, техника для озвучивания мероприятия, я обращаюсь к харизмату Расиму Халилову, председателю библейского общества, и говорю: я знаю, что у тебя с этим наверняка все хорошо, в своих собраниях используете, помогите нам, пожалуйста. И он помогал нам. Когда
мне нужно хороший стол накрыть, я к одному из помощников главы мусульман Кавказа обращаюсь и говорю: дорогой, я знаю, что у шейха всегда организовываются хорошие приемы и вкусные обеды, мог бы ты нам тоже помочь в каком-то мероприятии? Вот это простой человеческий диалог, бытовой уровень, так скажем. Я думаю, что все должно начинаться именно с бытового уровня. Если мы умеем общаться, если мы умеем при наших различиях принимать друг друга и жить в мире и согласии, я думаю, это самое важное, что может быть в так называемом экуменизме. Откуда все-таки берется ксенофобия, откуда берется антисемитизм, антиисламизм и другие анти? Вот как вы думаете? Наш мир несовершенен, это правда. Хотя мы ищем совершенство, но он несовершенен, и отсюда различные перегибы, которые всегда имели место и, наверное, всегда будут иметь место. Но для нас что важно? Кто-то скажет, что если это всегда было, то что нового вы тут откроете, к чему новому вы придете, о чем новом договоритесь. Просто всегда должны быть правильно расставлены в любом обществе приоритеты. Если что-то является, например, у христиан грехом, мы должны открыто говорить: это грех, а вот здесь, на этой стороне, правда. Если что-то является неправильными, нездоровыми отношениями между людьми, мы должны говорить, что это нездорово, это плохо, это ведет к пропасти. А хороший пример должен быть, как говорится, на виду. Поэтому мы должны всегда расставлять четко приоритеты, и тогда, наверное, добьемся того, к чему, в общем-то, и стремимся нашей деятельностью. Я из Израиля, и уже 10 лет живу в Израиле. Вот вы думаете, можно помирить арабов и палестинцев с израильтянами? И есть какие-то пути или шаги к этому? Я думаю, что причина всех политических конфликтов именно в политическом поле, не в национальном, не в культурном и не в религиозном. Потому что я, например, был неоднократно в Израиле, и не только там в составе какой-нибудь паломнической группы, но хотел пожить, посмотреть. Я очень интересуюсь историей, археологией, например, в разных местах, общался с людьми, и я видел, что на бытовом уровне люди зачастую как раз-таки находят общий язык. Я видел арабов, которые входят в Кнессет Израиля. Да. Вот. Я видел арабов, которые живут на территории Израиля и при этом поддерживают государство Израиль. Опять-таки скажу о Баку, именно Азербайджан я здесь представляю. У нас посол Израиля, араб в Баку, и при этом христианин. Да. То есть, вот, казалось бы, вещи, на первый взгляд, несовместимые. На самом деле в этом ничего такого нет. Да, да. Ну, это прежде всего показывает отношение самого Израиля, то, что он на Ближнем Востоке строит вот эту демократию, пытается строить. Поэтому вот это то, к чему мы пришли. Хорошо. Насущный и сложный вопрос, связанный с войной в Украине. Вот как оценить православную церковь Московского патриархата? Часть людей, скажем, настроены за войну откровенно. Есть люди, которые против войны. Вот что вы скажете на этот счет в свете того, что вот мы сегодня здесь рассматриваем? Вы знаете, апостол Павел говорит, что суждено быть разномыслием среди вас. Вы должны иметь единство в главном, но в вещах второстепенных вы можете иметь разномыслие. Я не скажу, что война или конфликт между братскими, тем более народами, это вещь неважная или вещь второстепенная. Конечно, нет. Но есть разные взгляды, которые зависят от политических предпочтений, прежде всего, которые зависят от того, что мы получаем, какую информацию, например, из тех же средств массовой информации. И, естественно, это формирует наше мнение. Не секрет, что члены церкви могут принадлежать к разным партиям, быть, как неудивительно, и коммунистами, и демократами, и либералами, представителями каких-то других течений, но при этом они все равно объединены во Христе. То же самое и в каких-то вопросах социального характера. Кто-то может поддерживать войну,
или военную операцию, кто-то может выступать против, кто-то может быть за русский мир, кто-то против, но все эти люди все равно члены одной церкви. То, о чем говорит церковь, на самом деле, голосом не отдельных священнослужителей, а языком Евангелия, она говорит о том, что война — это зло. И что по возможности войну надо избегать, если такая возможность есть. Опять-таки слова Священного Писания: если возможно, будьте со всеми в мире. Вот это ответ на вопрос. А раскол украинской и российской церкви вот сейчас, который месяц идет, как к этому отнестись, и может ли быть когда-то мир или объединение, потому что впечатление такое, что это невозможно на данном этапе, потому что пролилась кровь и там принципиальные позиции. Вы знаете, опять-таки, многое обуславливается не каким-то внутренним убеждением людей, составляющими церковь, а теми обстоятельствами, которые с ними происходят. Поэтому сейчас в состоянии конфликта сложно давать оценки таким вещам, как единство церкви или ее разделение. Да. Всегда плохо для церкви, когда светские власти или государственные власти вмешиваются во внутренние дела церкви, во внутренние дела любой религиозной общины, потому что община должна руководствоваться каким-то собственным внутренним чутьем, что ли, тем духом Евангелия, которым она живет. Но если церковь или община чувствует давление извне и приходится этим давлением руководствоваться, то зачастую это бывает ошибочный путь. Поэтому сейчас мне не хотелось бы давать каких-то оценок того, что происходит именно в религиозной жизни Украины. Я надеюсь, с помощью Божией, что время все расставит на свои места. В принципе, есть расколы, которые тоже Богу неугодны, но они достаточно глубокие. Например, раскол западного мира с восточным, да, католическим и православным, раскол внутри западного мира на экс-варварский мир, там условно германский и римский, это протестантизм и католичество и так далее. Поэтому расколы, они в принципе неизбежны. И они продиктованы, наверное, какими-то глобальными процессами, которые даже не всегда историки могут осмыслить и понять. Поэтому сейчас сложно о чем-то говорить вблизи, скажем так. Мы достаточно так близоруки в этом вопросе. Карабахская война. Вы занимали какую позицию? Вы находитесь в Баку, и там христиане, и здесь часть христиан, скажем, и все-таки вот. Вы знаете, Карабахскому конфликту определенные силы всегда хотели придать окраску противостояния между христианами и мусульманами. Но азербайджанское государство всегда и в истории, и в последние 30 лет демонстрировало, что это не война против христиан, это не притеснение христиан, потому что христиане живут в Азербайджане, и христиане армянской национальности живут в Азербайджане. В центре города Баку стоит армянская церковь, отреставрированная, в хорошем состоянии. Можете приехать в самом центре города, вы это увидите. Поэтому конфликт и противостояние имеет совершенно иную природу. Что касается Карабахского региона, то исторически этот регион принадлежит Азербайджану. Я не буду утаивать, что в этом регионе жили армяне. И, в принципе, если армяне хотят жить, сейчас кто-то пытается представить, что их изгоняют с этих территорий, это не так, и это неправда. Президент Азербайджана, например, заявил: мы считаем, я цитирую, армян, проживающих в Карабахе, нашими гражданами. Но что они должны сделать? Это принять паспорта Азербайджана и спокойно продолжать жить, молиться на этой земле, обрабатывать эту землю. Вот и все. Если кто-то этого не хочет или кто-то считает невозможным армянам жить в составе Азербайджана, идут речи о каком-то сепаратистском образовании государственного характера, но это путь, который для Азербайджана неприемлем. А когда вы думаете, они помирятся? Азербайджан с Арменией? Когда это случится, я не знаю, но я знаю одну вещь.
Азербайджан имеет армян своими соседями. Да. Вы можете с соседями поссориться, поругаться, у вас даже может быть какая-то кровная вражда, но продолжаться вечно она не может, потому что это ненормально. Потому что армяне всегда будут жить рядом, и азербайджанцы будут жить на своей земле. Тут иного пути нет. Армения не исчезнет, и азербайджанцы никуда не уйдут. Да, это вспоминается местописание блаженные миротворцы. Да, вот в этом случае каким-то образом надо искать этого мира и каких-то взаимодействий. И, наверное, Господь обернет сердца, да, перед своим приходом. Я думаю, это будет, конечно, это случится. Спасибо большое. Спасибо вам. Пастор Алексей, вы пригласили меня на конференцию по устроению межрелигиозному, межкультурному диалогу за безопасный мир в Брюссель. И дополнительно вы позвали еще нас всех сюда, в Европарламент. Когда я собирался ехать и выставил пост, мне написали, что это опасное место, будут говорить мир, безопасность и все такое. Я также вспомнил лет 25 назад, может быть больше, как Хасавей стоял где-то рядом с этим зданием и говорил, это самое... Вавилон, да? Да, вавилонское строение, Блудница, да, блудница да. и все остальное. Хотя через время он буквально в этом году был у Папы Римского и целовал ему руку при встрече. И вот как все меняется за столько лет. Да. Вот как вы относитесь к этому месту? И дальше я задам вопрос про конференцию. Ну, для меня лично это логово нашего будущего врага. Мы-то прекрасно понимаем, к чему все катится. Но до тех пор, пока Антихриста нет, Господь нам дает такую прекрасную возможность, опережая события, быть на той площадке, где еще хоть что-то можно предпринять. Вот на этой территории мы провели уже где-то 2 или 3 крупных встречи на базе «Стражи на стенах». Здесь вообще-то есть несколько произраильских организаций. И прямо вот этажом выше, там, где проходят вот эти вот заседания парламентские, мы как раз говорили, участвовали, как раз Томас, его зовут, он рассказывал о том, что стоял вопрос о разделе Иерусалима. Да. Да. Я думаю, ты помнишь. Да. И мы вот здесь заседали, с нашей стороны было человек 15 на большой, вот этой вот, как сказать, большой аудитории, и мы говорим, что это недопустимо. Иерусалим неделим. То есть мы здесь, ну как бы пока еще суета-сует, а есть площадка, на которой все-таки Господь поставил свою ногу и говорит, а я здесь, пусть они решают свои вопросы, а я буду здесь решать свои вопросы. Это как минимум. Ну, дальше, если говорить, в этом Европарламенте работает мой друг, который в церковь нам верующий постоянно... человек. Ну, конечно, Андрис Америкс, который был вице-мэром Риги, который на каждой конференции приходил, поздравлял нас, и он сегодня работает здесь, вот в этом здании Европарламента. И когда он был у нас на 33-летии, мы договорились, я говорю, слушайте, если у нас в Брюсселе будет вот такая встреча, ну как это, ну быть в Брюсселе и не заглянуть тебе на работу. И он дал возможность своему помощнику нас встретить, провести здесь. Для меня это очень ценно. Что будет завтра, пусть это будет. И земля вообще-то, на которой мы ходим, она тоже однажды сгорит. Но мы же пока по ней ходим. И пока есть такие возможности, я думаю, мы вхожи, по милости Божьей, даже на такие вот территории. Я просто думаю, что из-за того, что верующие здесь, и вы держите руку на пульсе, может, это будет происходить где-то в другом месте. Я имею в виду Антихрист, Вавилон и все остальное, потому что, может быть, нами оно освещается, это место. Ну, может знаешь, быть, мне не даже, здесь это все будет. Да, ты знаешь, мне даже вообще это не принципиально. Я понимаю, что это столица Европы. Да. Я знаю, куда катится Европа. Не буду рифмовать. И я знаю, какие законы готовятся. Я знаю, что здесь вынашивается. На смену безбожного Советского Союза пришла система того же безбожного Европейского Союза. Разница лишь в том, что там были бедные, а здесь они богатые. Там экономика вот такая была, а здесь экономика вот такая. Но они ничем
ничем не отличаются. И тот союз с Богом воевал, и этот союз сейчас, когда неолиберализм зашкаливает, и когда начинают принимать законы, уже мы ЛГБТ, это вообще ерунда, трансгендеры вообще, это не ерунда, это война с Богом, поэтому я вижу тенденцию, сколько мы здесь вот были, извините, пожалуйста, везде узаконили однополые браки, везде узаконили это беззаконие, слава Богу, что мы 16 или 17 лет находясь в Европейском Союзе, благодаря вот этим представителям, которые сегодня здесь работают, тогда это была первая латвийская партия, мы внесли поправки к закону насчет дефиниции брака. Поэтому страны, которые крупнее нас в разы, там уже узаконили это беззаконие. Латвия остается плацдармом, где институт семьи защищен. Я знаю, о чем я говорю. Да, что сказать. Это действительно, как написано, только когда заберется удерживающий от среды, тогда и великое зло придет. А пока удерживающий здесь и ваши инсайдеры тоже. Конечно, и для меня это работают. очень важно, да. Про международную конференцию. Вот мы целый день провели на этой конференции. Было сказано много разных слов. Некоторые были очень полезные, звучали. Некоторые я бы вывел так в сторону. Но скажите, вот на ваш взгляд, вот подобные конференции важны для улучшения мира? Они на что-то воздействуют или они должны проходить как-то по-другому? Во-первых, я приглашен на такое мероприятие впервые. Подобные мероприятия проходят по всему миру, мне кажется, уже, не знаю, последних лет 100. Разного уровня. Экономика, политика, религиозная политика и так далее. Лично для меня, как для человека конструктивно мыслящего, мне очень много чего не хватает во время такой вот встречи. Дискуссия, да. Ну, вы понимаете, дискуссия — это одно. Там даже целевая аудитория — это другое. Когда смотришь, целевая аудитория, кто, где, для кого. Третье, какой документ подписан в результате вот такой встречи. Нету документов. Это просто мы друг другу рассказываем, как нам бы вот как хотелось. Мы видим мир, да. Это, ну, как бы сказать, моя оценка, пусть никто не обидится. С другой стороны, это, скорее всего, презентация азербайджанской демократии на европейском пространстве. По сути, я сидел целый день, слушал. Это была рекламная кампания. Вот у нас в Азербайджане, ну, есть, конечно, там вот эти достижения. Извини, пожалуйста, 85% или 90% мусульман, 4-5% христиан, и нету никакой драки. Конечно, это заслуга Алиева, конечно, это все круто. Но насколько это сегодня, ну, соответствует реальности Европы, потому что вот такой пропорции христианской, исламской, ну, в каких-то странах это увидишь, это первое. Второе. Когда они про толерантность говорят целый день, мы должны... У меня внутри вот легкий конфликт, потому что в европейском пространстве слово «толерантность» используют не христиане, используют не консерваторы, а как раз ЛГБТ и неолибералисты, которые говорят, что вы по отношению к нам должны быть толерантны, к гомосексуалистам, к этим всем трансгендерам, вы должны к нам быть терпимы. Поэтому, как кто-то мне сказал, это не что иное, как рекламная кампания по продвижению, ну, вот этой адженды азербайджанской демократии для того, чтобы им войти в Европейский Союз. Я говорю, Господи, ваши все блага закончатся, потому что вы встретитесь с антитолерантностью, потому что это слово будут использовать ваши, ну, вот сказать, идеологические враги. Поэтому как? Я смотрел, ну, есть плюсы, что вот люди разных церквей, разных, я не знаю, разных там вот этих деноминаций, коалиций собираются вместе и говорят о мире во всем мире. Но я как человек прагматично настроенный, я как человек, ну, как бы сказать, конструктивно мыслящий, пытался найти, где же этот нерв, кто, когда бахаисты выступают, когда выступают мормоны, когда выступают мусульмане, когда выступают эти самые раввины, христиане. Я думаю,
где что, где суть? Я, как христианин, и для меня христоцентризм – это суть вещей, это суть моего мировоззрения. И там, где Христа нет, меня эта программа вообще никак не интересует. Но они же говорят, Бог один, Ну, это мало ли, а что путей они говорят. много. Но это, знаешь, это мы все знаем, да. Там, где Христа нету, там меня нету. Я просто был только потому, что меня пригласили. Я посмотрел, и я познакомился с некоторыми людьми. Понравился мне этот раввин московский, который, извините, пожалуйста, служил в Москве, имел гражданство. Но когда война началась, в отличие от многих других продажных священников, он отдал все свои полномочия и уехал. И мне понравилось то, что он мне сказал. Я говорю, а почему вы это сделали? Он говорит, пройдет время, и когда мой сыночек или мой внучочек спросит меня, папа или дедушка, а что ты делал в это время? А я не хочу врать и не хочу юлить. Я хочу им сказать, грядущему поколению, что я был честен и был благороден. Для меня лично знакомство с новыми людьми – это всегда очень круто. Жванецкий, но это вообще, как его, Сваровский какой-то. Это такой уникальный мужик, этот режиссер русского драматического театра в Азербайджане. Бакинского, да. Бакинского, да. И он мне говорил, а недавно нам еще одно определение приклеили – государственный. Для меня вот встречаться с такими умными, продвинутыми, талантливыми людьми это большая честь. Вопрос экуменизма. Когда люди сближаются, деноминации, межцерковные организации, просто там разные верования, да? Вот это же, в принципе, ты отступаешь от своих убеждений и делаешь какой-то шаг навстречу друг другу. Вот мне интересно, где проходит эта граница? С одной стороны, мы должны вести какой-то диалог и встречаться. С другой стороны, куда, допустим, вот это мероприятие, которое было, куда оно нас приведет? В том смысле, что мы должны, как вы сказали, объединиться с бахаистами, у которых, в принципе, движение New Age — это манихейство, старое манихейство, которое вобрало в себе все веры и ищет вот этого мира и всего остального. Есть в христианстве вещи, которые не совпадут с этим, и нам нужно будет поставить забор. Вот что вы скажете? Для меня лично слово «единство», оно имеет практический смысл только с позиции того, что насчет этого сказал Иисус Христос. «Как я в тебе, Отец Небесный, и ты во мне, так и они да будут в нас едины». Мне 100 лет не нужно религиозное единство, где нет Христа. Я еще раз говорю, в основе моего мировоззрения на сегодняшний день это христоцентризм и теократический порядок. Кому 100 лет нужно это единство, если там Христа нету? Так не является ли это репетиция подготовки программы Антихриста, которая объединит все религии? Кстати, Папа Римский этим уже занимается, объединяется. Да здравствует ислам. Вторая, как называется, это двоюродные братья евреев, они же тоже авраамиты и все такое. Да слышал я это все. Так дьявол или антихрист, он не будет собирать гомосексуалистов вместе, он будет объединять все религии мира. И это как эта вавилонская блудница, она будет собираться. Как важно, чтобы христиане Христа не потеряли. И как сказать, в последнее время Христос же говорит, придут многие под именем Моим, и объединение, и мир, и безопасность как раз будут говорить. Для меня лично любое единство, которое идет в ущерб твоим откровениям, твоим отношениям с тем Богом, который открылся тебе, это предательство. По-дружески я могу хоть с кем общаться, но сотрудничество и рассматривать все религии как дочерние компании одного шефа на небе, это абсурд. Поэтому я смотрю на это издалека, но... Пастор Алексей, вы успокоили меня, в общем-то, потому что я весь этот день смотрел, наблюдал, думал, куда, что. За целый день не прозвучало ни разу слово Иисус Христос. Что это такое? Я сидел, и мне было просто как-то ревность, где мой любимый, драгоценный Иисус Христос, который всегда у меня в центре внимания, в центре поклонения, в центре рассуждения. Его как будто отодвинули, Он не отодвигаем. Нет, Это люди отодвинулись сами. Поэтому вот мой взгляд. Я просто пришел, посмотрел, оценил. И будем смотреть. Последний вопрос про пророчество. Мы уже немного говорили об этом. Каким сегодня верить пророчествам? Ориентироваться ли на пророчество? Потому что я, опять же, чем я начал, это Хасавейм, который даже публиковал
разные пророчества. Он говорил, что это Жириновский, там вот этот зверь, и подставлял многие-многие моменты о том, что, ну, много всего. Вот в эти последние дни каким пророчествам верить и как иметь это распознание? Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что пророчества, в которых звучат конкретные даты, конкретные фамилии и имена, чушь полная. Потому что даже когда ученики Христа спросили, а когда это будет? Ну скажи нам, он говорит, не ваше дело, мне нравится это слово, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог определил воле своей. А какая наша роль? Читай Евангелие, и ты увидишь пророческое слово. Люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Вот тебе пророческое слово. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот тебе пророчество. Будут глады, моры. Когда я вот это смотрю и вижу через все эти пророчества грядущего Господа, вот для меня главная партитура вот этой последней симфонии последних событий. А когда начинается вот это, даты, через 3 дня, 4, бам-бам-бам, ну, конечно, это желания свои люди могут выдавать за пророчество. Но с другой стороны, вот помните, как Христос сказал, вот взгляните на смоковницу. Да. Когда будете видеть одно, знаете, что будет еще что-то. То есть предвестники, и по ним люди могут считывать. То есть нельзя просто сидеть и... Подожди. Тем более это каждые 100 лет происходит. Я понимаю. Катаклизмы, и люди сразу начинают наблюдать. Главное, чтобы во время катаклизма тебе не поставили клизму. Так вот, у меня всегда, вот когда я слышу эти вопросы... Пророческую клизму. У меня вопрос. Это пророческая клизма. У меня всегда вопрос, а зачем тебе это знать? Знаешь, что обнаруживаю? Что те люди, которые на эту тему больше всего базарят, больше всего кричат, они меньше всего делают что-то для Господа. Потому что когда тебе Бог дал задание строить ковчег, да тебе все равно, о чем проповедовать, я должен закончить этот ковчег, чтобы перед Богом, как добрый и верный раб, сказать: Бог, ты мне поручил это делать, я сделал. Какая разница, когда и кто? Скажите, у каждого человека есть от Бога конкретное задание. Вот реальное пророческое слово. Мне хочется вот этих знатоков всех спросить: тебе лично, что последний раз Бог поручил сделать? Второй вопрос: сделал ли ты это или нет? А может быть, ты это все... Они вам расскажут. А может быть, ты отложил это в сторону и начал просто вот эту демагогию. Да это бред какой-то. А скажите, вы изменились? Или вот я помню 22 года назад, перед 2000 годом, я помню проповеди, когда вы говорили, что вот 2000 год наступит. Да. И все. Компьютеры сломаются, все говорили, и я купил камеру за 25 тысяч, чтобы, когда Рикренер покупал тушенку, гречку и там вот эту всю фигню, извини за выражение, я купил камеру за 25 тысяч баксов, говорю, а я буду снимать, как все это будет происходить. Я все это рассматриваю. Но оно же все равно не произошло. Ну и что? Получается, вы настроились, с вами настроились. Весь мир говорит, мудрый. Тебе, когда говорят, лучше, когда ты предупрежден, я лучше был. Все-таки готовились? Ну нет, ну как, что такое готовиться? Я камеру купил, а не тушенку. Я вот о чем говорю. Сейчас тоже про Третью мировую все. Да. Готовься, не готовься. Главное, чтобы ты готовился. Понимаешь, вопрос, что если вся подготовка у тебя заключается в тушенке, в варенке, в камерах, ты самый несчастный человек. В то время, когда были вот эти нулевые, да. Моя готовность, знаешь, в чем заключалась? Что у меня внутри был огонь, я с Богом имел вот такие отношения, а это что, знаешь, когда в эти времена этот пиджак одену или вот этот, буду я вот с такими камерами, это все вторично. Вопрос, что внутри у тебя? Вот это есть главное определение подготовленности. Друзья, это был пастор Алексей Ледяев о последних днях, о последнем времени, о пророчестве. Пишите, поделитесь этим эфиром, сделайте все возможное. Вот прямо с центра Европы мы вещаем. Может быть, какое-то обращение у вас будет? Конечно. Да, обратитесь. Уважаемые друзья, спасибо, что у вас было время посмотреть нас. И если уж мы про пророчество заговорили, на прощание пророческое слово. Шаги грядущего уже слышны, они все громче. Шаги грядущего, содрогающего царства тьмы, шаги грядущего, шаги его великой армии, частью которой, к счастью, являемся мы. До новых встреч!